Друзья мои, рад приветствовать вас на своем канале Simhouse своими руками. И сегодня будет два видео. Это по сборке карт для версии 1.49. Начнем мы с большой глобальной сборочки. Как вы можете видеть, я уже выбрал груз. Но это чисто направление, чтобы посмотреть, соответственно, любое другое, да, что у нас дорожки соединяются, проезды есть. Все замечательно. Итак, давайте приступим. Начнем, пожалуй, с того, что вообще основывался я именно на сборке, скажем так, российских карт. Все остальное я буду так считать, вы как хотите, пожалуйста. Все остальное, скажем, идет в дополнение. Дополнение, заполнение всех пробелов, пустот и прочего. Сразу же начнем мы с чего? У нас, во-первых, в карту России добавилась некоторая территория Сахалина, скажем так, и Дальний Восток. Лидога я не могу точно сказать прям по названиям правильно-неправильно, потому что, извините, я там не был. Вот, это у нас, соответственно, карта будет, которая, так называемая карта тундры, которая добавляет вот такой небольшой участочек, буквально 2 дорожки, тут пару для сообщения. Затем у нас есть карта вне связи, это Заполярье, можно сказать, уголок Сибири, Норильск. Вот, и что мы смотрим? Вот Дровяной участочек, какой-то городочек у нас тут добавился, это порт портовый, да. Также сюда входит обновленная карта российских просторов именно под 1.49, и версия у нее 13.1, в которую уже включено сообщение Сегежа Онега. Также не требуется теперь никакой фикс для работы с Русмапом. Все, соединение надежно есть. Красный Богатырь также сюда добавлен, такой участочек. Я не знаю, это промзона, что-то такое. Приношу свои извинения. Я как бы не так давно, скажем так, ознакомился с русскими просторами, поэтому с российскими просторами, поэтому не все могу сказать. Но как мы можем заметить, как всегда, у нас на М7 ремонт, и это, похоже, будет надолго, как мне уже подписчики некоторые написали, и, соответственно, по М8 есть небольшой разрывчик, но все это нам не мешает, соответственно, проехать. В данный момент нахожусь, я выбрал вот груз в Тобольске, как вы можете видеть. Есть соединение, соответственно, Сибири у нас с Тобольском. Это уже относится как раз-таки тоже к российским просторам. Вот, давайте вот, допустим, да, вот сюда, пожалуйста, дорожка есть, и эта дорожка будет пролегать, ребят, через Киров, Кировская область. Да, здесь появилось на сегодняшний день соединение между Кировом 1.5 и российскими просторами, чего мне очень хотелось, и вот, пожалуйста, обновились российские просторы, и все получается. Есть соединение, ребят. Понятно, что нужно проехать, посмотреть, если какие-то там вылеты, может быть, и такое, не исключаю, но надеюсь, что там все прекрасно будет работать. Остается вот этот небольшой участок, да, если здесь еще соединят, ребята, это будет вообще просто пушка-бомба. К сожалению, скажем так, более ранние версии Кирова, там участки не такие большие, и напомню, только 1.5 у нас сейчас появилось соединение с Сибирью, опять же, да, через, ну и, соответственно, Казань тут обновилась, добавился вот участочек гоночной трассы какой-то вот в Казани. Вот, и это соединение появилось только, соответственно, с обновлением карты Кировмап до 1.5. Ранние версии нужно будет ставить вот это соединение. И, к сожалению, всей вот этой территории, конечно, не будет. Вы можете использовать по аналогии Кировмап 1.3 версии, 1.4, по-моему, свободной версии тоже еще пока на сегодняшний день не вышла, но она вот-вот должна быть. Тем не менее, я так полагаю, что даже 1.4.1 там версия или 1.4 Кирова, вот это соединение уже будет присутствовать, что с российскими просторами, и это уже классно. Вот, только вот как это все соберется, опять же,
соединением с картой Сибири сложно сказать. То есть соединение, скорее всего, пройдет у вас только вот так, благодаря коннектору. Ну, здесь тоже коннектор есть. Ну, все-таки я бы порекомендовал вас посмотреть на карту Кирова. Да, вот сейчас это уже довольно большая территория, красивая карта, она развивается. Надеюсь, тут еще что-то будет добавляться в последующем. Ну да, ладно. Так, дальше. Давайте смотреть. Значит, у нас Русмап. Русмап полностью. Все хорошо, все прекрасно. Идет подложку, обязательно скажу, какая, да. Какую в данный момент использую. И на ней вот кем даже у меня вернулась на место, скажем так. Только что вот соединение Сегиджи Анига. Ну, как бы по виду, скажем, по воде, ну, ничего страшного. Так, ну давайте пойдем выше. Пойдем выше. У нас промоц. Вот это все идет промоц, соответственно, здесь еще немножко добавляется промоц версии 2.68, последний. Вот, также сюда включаем небольшое дополнение E6, которое буквально у нас вот замыкает вот эту дорожку, да, можно по кругу прям проехать вот эту всю Норвегию. Это у нас тоже промоц пошел, промоц также, здесь от промоца, да, здесь карты от промоца. В Париже у нас включен сюда Париж Rebuild, также сюда France, так как мы промоцией пользуемся. Есть True Extended в этой сборочке, тоже все в последней версии. И обновленная версия карты Польши, точно так же она сюда включена. Еще можем обратить внимание на данный участок, это у нас Балканы, ребят. Сейчас позже объясню про вот эти розовые квадратики. Но для начала все-таки давайте посмотрим на Балканы. Теперь они полноценные. Несмотря на сборку промоций и прочего, они полноценные. У нас есть заполнение территорий, тут колоссальные дороги. Естественно, все это нужно проехать, посмотреть. Мало ли какие-то там ошибки может встретиться, но тем не менее игра запускается. Сейчас мы с вами в этом убедимся обязательно. Да, и в принципе так как мы уже смотрим. По поводу вот этих розовых квадратиков, скорее всего, это мои сторонние моды, ребят, я так полагаю, либо это все-таки навигатор от Яра я использую, либо это мод на реальные компании, который я тоже, как правило, использую всегда абсолютно в любой сборке. И пока как бы до этого я вот не встречал, в принципе, вот таких вот квадратиков, да, то есть вот что на Road Advisor, прошу прощения, и мод на реальные компании как бы везде всегда адекватно работало. Но вот это единственное, пожалуй, на сегодняшнюю сборочку замечание. Не знаю, но нужно посмотреть, собственно, попробовать, опять же, удалить, либо поставить какой-то другой Road Advisor, либо попробовать удалить реальные компании, потому что, скорее всего, в первую очередь нужно всегда смотреть на Road Advisor. Данные проблемки появляются, как правило, из-за использования карты Южный регион версии 12.2 в данный момент у нас. Вот, чаще всего встречались там некоторые такие вот розовые квадратики. Row Extended, соответственно, Row Extended Турция у нас тоже все это включено. Middle East, пожалуйста, от промоция тоже сюда включен. Все присутствует. СГЕ аддончик у нас, дорожка есть через Кавказ, да, можем попасть в Турцию, можем попасть, соответственно, в Южный регион. Далее смотрим, что у нас есть. Казахстан карта обновленная под версию 1.49 это у нас от команды Добро едет. Ссылочки все, напоминаю, всегда будут в описании. Ребят, читайте внимательно, смотрите внимательно. Также в эту сборочку включена Road to Asia. Пожалуйста, у нас вот эта территория вся есть. Никаких разрывчиков, визуально, по крайней мере, я пока не обнаружил. Соответственно, у нас из провинции, если мне память не изменяет, Далянь. Либо в провинции Далянь мы железнодорожным сообщением, там 34 часа буквально, мы попадаем в Китай. Затем у нас Корея пошла, участочки, да, и точно так же еще и небольшой участок вот здесь вот на островах, да, у нас есть. Вот, собственно, вот такая огромная большая сборочка. Сразу скажу, это еще не все. В эту сборку еще можно включить множество карт, но я не совсем приверженец этого. И скажу даже больше, я
Хотя нет, знаете, я ставлю промоц. Единственное, что я, скорее всего, опять же, род ту Азию исключу. Хотя, по большому счету, смысла нет, если туда не ездить. Потому что я туда раз прокатился. Вообще, есть такие интересные моменты, но есть и для меня лично определенные минусы. Вот. Хотя забавная карта, и есть очень даже красивые места на этой карте. Вот. Также есть немножко скучные, нудные. Вот, ну что ж, давайте перейдем, все-таки посмотрим, что это действительно все работает. Версия, пожалуй, нажмем в путь. Вот я уже загрузился. Такой вот у нас Мерседесик, да, тут вот дяденька какой-то уселся, оторвал руль, собственно. Вот сейчас решается вопрос, как бы его оттуда высадить и продолжить свой путь. Да, маленький нюанс. Наверное, я вам не совсем показал. Да, давайте сразу же вот так еще посмотрим. К примеру, вы захотите проехать в южный регион, пожалуйста, сообщение есть. Можно это сделать. Это из Тобольска, напоминаю, попасть, да, не знаю, давайте в Стамбул, пожалуйста. Вот. Где у нас видно, да, пожалуйста, в Стамбул, через Сибирь, через Киров и дальше пошли на Москву. Пожалуйста, смело можно проехать. Ну, вот сейчас я выбрал, видите, сюда путь можно в Мадрид, пожалуйста, прокатиться без проблем. Точно так же можем вот сюда проехать из Тобольска, такой вот крюк, скажем, да, так сделать небольшой Middle East, пожалуйста. Можно проехать таким образом через вообще всю Европу, Турцию, Азию и все, грубо говоря, собрать и сюда, пожалуйста. Вот у нас путь-дорожка легко лежит. И новые карты, в том числе для меня, надо посмотреть, как это происходит, да. Это мы с Салихарда, скорее всего, железнодорожным сообщением или что-то такое, может быть, самолетом попадаем вот в Корсаков, Холмск, потом на пароме, и вот так. Пожалуйста, и здесь дорога у нас есть. Перейдем с вами к расстановке. Давайте же посмотрим на расстановочку. Убедимся, что версия игры у нас последняя актуальная. Это версия Steam, официальная, 1.49.2.6s на сегодняшний день. И на сегодня уже, да буквально все, наверное, до единой карты уже, в принципе, и обновились ребята до этой версии. Теперь уже можно сборки эти делать, не переделать, масса всяких разных. Да, здесь вы уже можете заметить много нового. Давайте начнем с вами. Итак, в самом низу мы ставим карта Сибири 2.7.0. Далее у нас пошел Казахстан от группы ВКонтакте «Добро едет». Но вы сюда и можете включить Казахстан от промоца. Расстановка будет та же, за изменением одного файлика, выше покажу. Соответственно, модель DevMap. Дальше Южный регион 12.2, Волга Map 1.5.1. Следом у нас пошла Азия. Assets, модель 2, модель DevMap. По желанию хотим ставим, хотим нет, паромное сообщение до Валенсии. Это, по-моему, из Кореи или Китая. Поправьте меня, если что, в комментариях. Соответственно, в Европу паромное сообщение напрямую. Фикс обязательно. Road to Asia, он исправляет там вылеты на некоторых светофорах, изменения. Фикс у нас получается, он еще старенький. Как его адаптировать под данную версию игры, я показал в предыдущем ролике. Пожалуйста, посмотрите, не поленитесь, все подробно описано. Он, в принципе, особо не изменился, но и также на сайте ссылочку оставлю, где вы можете скачать официально от Jerry Master Fixes. Делает очень много интересных также и модов еще. Следом у нас пошел промоц версии 2.68. Значит, Assets, Package 3, Package 2.1, Media, Map и Dev. Middle East, Assets, Dev Map. Соединение, вот это E6, которое как бы закольцовывает у нас, получается, Норвегию, да, с фиксом обязательным, пока, к сожалению, как-то так, вот, два файлика.
Иберия, ребят, не сказал, немножко измененная, там что-то доделано, переделано, понадобится. Данный файлик Promods 2.67.2.68, он работает как из 2.67, если кто-то играет на версии игры, там, я не знаю, 1.48.5 или 1.48, он точно так же должен работать, ребят. Вот, это как раз-таки файлик, который у нас полностью все Балканы включает в нашу сборочку. То есть все Балканы мы видим, все дорожки появляются и прочее, прочее. Следом ставим Paris Rebuild. Paris Rebuild версии 2.5.8 на сегодняшний день, последняя, обновленная. В описании также можете прочитать, что поменялось, что изменилось. Я, к сожалению, в английском не очень силен, поэтому не могу вам прямо сразу все рассказать. Но, тем не менее, да, тут вот благодарят, что там изменениям и прочему, вы все с этим можете сами смело ознакомиться. Итак, Paris Rebuild у нас Assets модель MapDev. Далее RusMap версии 2.49. Модель MapDev. Коннектор, соединяющий Promods, Poland Rebuild и RusMap в обязательном порядке, ребят. Ссылочки будут в описании. Следом у нас пошло как раз таки российские просторы. Вот, российские просторы. Версия 1.49. Пожалуйста. Для игры 1.49. Версия российских просторов 13.1, ребят. Значит, города России, которые добавлены, да, включаются. И, соответственно, что вам требуется? Ну, вообще для данной сборочки требуется наличие всех до единой DLC. Если кто-то не знает, как на пиратку или будь то на официальную версию получить все DLC, не стесняйтесь, напишите мне, пожалуйста, значит, ссылочка, возможно, где-то вот тут вот появится, да, на группу ВКонтакте, но в описании она обязательно будет, точнее, на мою страничку ВКонтакте. Я вас там проконсультирую и объясню, что и как лучше сделать. И это бесплатно, это не требует от вас никаких совершенно усилий, кроме того, что, конечно, чтобы пользоваться картой Promods, да, потребуется VPN. Но и в этом плане, в принципе, я вас могу что-то подсказать и как, где это взять и скачать. Итак, значит, российские просторы, соединение как раз-таки с Сибирью, Тюмень, Тобольск, Киров, Map. Я в данном случае использую 1.5, где уже есть соединение прямо с Сибирью, с Казанью. Если вы поставите какое-то другое соединение, то боюсь, что вам придется немножко поколдовать, либо сделать как в предыдущем ролике, так или иначе, ребят. То есть и вам придется поставить файлик, вот он, Казань-Киров. Поставите вы его, ребят, как раз-таки между Тюменью и вот этим фиксом. Этот фикс у нас 1.49, это соединение российских просторов с Киров Map, вот в верхней его части, так грубо говоря, как я уже показал. Далее, вот так вот он выглядит. Соответственно, это свеженький коннектор. Большое благодарность, что он есть на сегодняшний день. Дальше два контура, ребята, это файлик такой, если вдруг где-то под снегом кто-то не видит, но он будет у вас работать и нормально, корректно отображаться, если вы не ставите любой другой мод на, скажем, на иконки. Я же использую, и поэтому в моем случае он как бы и не работает, но я обязан вам это показать. Вот. Файлик у нас Speed the Snow, это снимает ограничения при движении по снегу. Это касается конкретно карты российских просторов, потому что есть территории, где дороги там, ну, реально там снежные. Вот так устроена физика, так устроена эта карта. Рекомендую все-таки его поставить и использовать. Не спрашивайте меня, почему они именно сюда ставятся. В принципе, я ставил вот написанный интерфейс и прочее, я ставил, соответственно, и выше карт, и это работало. Немножко по аналогии тоже я, скажем так, подглядел, да, как некоторые люди ставят сюда, и, в принципе, и здесь работает, ребят. Дальше вот как раз-таки тундра. У нас, в моем случае, это новая карта для меня. Вот, она должна включать, ну, судя по описанию, очень много городов, хотя, к сожалению, даже Красноярск, да, там Иркутск, но, к сожалению, почему-то они отсутствуют.
То есть здесь может быть там, не знаю, как-то вот некорректно отображается, да, либо какие-то это еще какая-то карта, может быть еще какой-то коннектор, но пока, к сожалению, больше другого не нашел. Так или иначе, у нас несколько локаций появляется, и это тоже уже большой плюс. И, соответственно, карта вне сети, это добавляет у нас как раз-таки Норильск, это за, скажем так, полярным кругом, да, туда еще выше. Вот, буквально три городка небольших. Проедемся, проверим, посмотрим. Следом у нас пошел Raw Extended. Raw Extended это бесплатная версия для 1.49. 5 файликов. 5.4.3.2.1 ставится. Ничего нового. ASGE аддончик. Соединение, соответственно, с южным регионом и Русмапом. Тут у нас ASGE. Дальше RAW это соединение, коннектор RAW Extended с южным регионом. Гибрид 2 обязательно. Опять же, так как мы поставили Middle West, RusMap, Promotes, соединение с RAW Extended. Project Кавказ. Project Кавказ я поставил как бы обычный. Можно еще с Promotes, точнее, если вы будете использовать Казахстан от Promotes, то тогда вам нужно будет данный файлик заменить. Вместо него вы поставите Project Кавказ for RTA, там что-то тоже 1.6, она точно так же адаптацию, как это сделать, вы можете посмотреть в предыдущем моем ролике, там все четко показано. И вы замените, если вы используете Казахстан от Promotes, тогда вам потребуется файлик. Как вы можете наблюдать, тут очень-очень много. В данный момент у меня уже... Так, сейчас мы с вами найдем, и я вам покажу. В прочие, по-моему, он относится. Да где же ты спрятался? Ой, Казахстан. Ой, точнее, Кавказ. Именно с Promotes и Ротуазией. Да, конкретно спрятался. Вот он. Вот этот, ребята. Если вы используете Казахстан от Promotes, тогда ставите данный файл. X у вас по-прежнему остается, он не изменен. Дальше включили мы шведские острова, да? Сью де Франс у нас версия обновилась уже тоже 1.9.1. И Париж Ребилд работает только с Promotes. Вот. Далее такая подложечка. Подложечку я, честно говоря, взял с, скажем так, как, по-моему, Летчик 53, что ли, называется, увидел, взял. Она хорошо работает. Но это, вы знаете, это одно и то же, как и практически все остальные подложки, да, их масса всяких разных. Но для данной сборочки я бы рекомендовал все-таки поставить именно вот эту. Тоже ссылочку оставлю в описании. И full screen я еще использую, ребят. Вот, ну это по вашему желанию, чтобы карта открывалась, соответственно, на весь экран. И как я уже говорил, вот там розовенькие квадраты могут появляться, скорее всего, я так думаю, либо так как я использую мод Real Company, либо в первую очередь нужно смотреть на Road Advisor, который вы используете. Плюс ко всему, так уж как я собирал на основе, конечно же, России, я основываюсь на том, что я собирал сборочку у нас все-таки с Россией. Видео будет 2, ребят. Во втором видео я исключу всякие промоции и прочее, потому что тоже ребята обращаются. Не каждый может скачать, да, не у каждого есть VPN, и пользоваться, может быть, кто-то не умеет, и кто-то вообще кому-то интересно конкретно, скажем так, более расширенная карта России. Для этой аудитории я тоже обязательно сделаю сборочку. Вот. И мы исключим Raw Extended, исключим Польшу. Скорее всего, Польша даже нет. Может быть, Польша останется. Raw Extended желательно включить хотя бы для того, чтобы заполнить файл. Исключим именно Promotes и все, что с ним возможно связать. Вот, значит, зимняя сборочка. Использую я мод Frosty, так как у нас уже, сам я живу в Сибири, да, и у нас, в принципе, в России уже снег, зима. Зима, ребят, декабрь месяц, скоро Новый год, с чем я вас поздравляю. Вот.
Значит, ставится он следующим образом. Есть дополнение, то, что у вас иней на колесах, Frosty Wheel. Также мне более симпатично чистые дороги. При скачивании Frosty вы можете скачать и мод на заснеженные дороги. Кому как. Вот. Можно вообще их менять местами прямо на ходу, даже не, скажем так, вот вы сохранились, вышли, захотели нечистые дороги, пожалуйста, поменяли. У вас не будет никакого обновления контента, никуда ваш груз не потеряется. То есть можете менять вообще, варьировать, как хотите, пожалуйста. В том числе я даже пробовал убрать и зимние моды ставил, скажем так, летние какие-то, да, на графику. На секундочку, графику Brutal график, и все точно так же замечательно работает, ничего не надо обновлять, там никакого обновления контента не происходит, вы остаетесь на прежнем месте, можете продолжать свой путь, это радует. Мод Real Снег, это у нас это у нас Workshop, ребят, это стимовская версия. Не могу сказать, есть ли он в общем доступе где-то в сети, но можете поискать. Правда, я еще пока не успел так и посмотреть на этот снег, честно говоря, проехаться, потому что занимаюсь конкретно сборкой. Мод на физику. Физика именно зимняя. В данном случае я использую рекомендованный, опять же, физикой от FRKN64. Сложное название, простите. Как назвали, как говорится, так и мы об этом говорим. Вот, это стимовская версия. Вы же можете использовать точно так же физику от Frosty, пожалуйста. То есть она у вас станет выше вилл, дороги, да, и потом физику ставите. Вот как-то так, ребят, вот такая вот у нас получилась одна глобальная большая сборочка. И я так думаю, что действительно уже, наверное, особых изменений прям не будет, потому что, по-моему, все возможные карты уже на самом деле на сегодняшний день под версию игры 1.49, по крайней мере, обновились. Вот. Чего там ждать в будущем, и когда будут анонсы, будем смотреть, будем проверять. Вот. Напомню, вы были на канале Симхаус своими руками. Приятной игры, мягкой зимы, теплой зимы. Да, загрузочка немножко длинная, но извините, такая сборка большая. Так, этот момент мы немножко вырежем, потому что все равно долго грузится. Давай. Сборочка что-то чересчур колоссально появилась. Так, я что-то исключил. Что у меня обновление контента? Я там случайно ничего не нажал, чтобы исключить какую-то карту. Иначе будет косяк. Ну хотя, загрузка пошла, должно было сразу написать, что чего-то не хватает. Да и в принципе, это сейчас не до такой степени дольше. Раньше можно было сидеть и 20 минут ждать, когда там это обновление. Даже больше 20 минут было. Плюс еще в зависимости от железа, если вашего там, какая у вас система и на чем вы играете, то это было очень долго. Сейчас радует, что этот момент хотя бы пофиксили, и как-то происходит это все гораздо быстрее. Ну вот, еще раз в прямом эфире, так сказать, с вами посмотрим, проверим. Поменялось ли у нас что-то там, не знаю, может быть маршрут у нас как-то изменился, сбился. Российский простор, карта довольно-таки большая, и я считаю, по крайней мере, что там есть над чем поработать, конечно. Там можно очень широко развернуться, но это уже дело автора, скажем так. Даже я говорю, в плане того же там, города Тобольска, как мне интересно, да, я бы путь оттуда начинал, вот, и поездить по России. Итак, все запустилось, маршрут у нас сохранен. Вот здесь я не знаю, зачем это я нажал.
Хотя, да. Я бы проехал вот так вот. Смогу? Непонятно, зачем меня на Котлас отправляют. Почему бы здесь вот прямо не проехать? Все понятно. Давайте поставим Степанова. Вот так будет лучше. И вот этот путь, маршрут, так сказать, возможно, я все-таки успею проскочить, по крайней мере, до отъезда. Вот какое-то время, скорее всего, я не смогу записывать ролики. Ну и заодно как раз-таки вы можете посмотреть, какие настройки, грубо говоря, внутренней камеры я использую. Да? Как это все дело выглядит по поводу, там, не знаю, освещения, настройки зеркал. Это выбор ваш. Так, навигатор. Навигатор у нас отсутствует. Скверно, конечно. Ехать нам далеко. Надо свет включить. Да, и потрясет немножко. Замечательно. Прямо таки из Сибири охапку дров. Я вообще туда поехал. Нет, ребят. Я вообще туда нет, поехал. Я не в ту сторону выезжаю. Ну, это вообще, конечно. О, какой водитель у нас сидит. Замечательный. Вот, пожалуйста. Линии на колесах присутствует. Все замечательно. Всем все нравится. Ну, такой приятный бонус, скажем так. Приятное все-таки дополнение, да? Скажем так, заметно, что это зима. Немножко не в ту сторону вырулил. Либо и прибраться, конечно, на базе тут накидали всяких досочек, дров. Не знаю, чего тут еще накидали. Мне хочется так-то резину портить. Путь-то у нас не близкий. Пока приходится работать на дяденьку в данной ситуации, потому как своего трака у меня нет. Денег на свой трак у меня нет. Но, скажем так, более внимательные люди могли заметить, что навыки и уровень у меня повыше. Если кому интересно, пишите, спрашивайте, подскажу. Сегодняшний день еще работающий способ, как это все, соответственно, сделать. Ну, а ничего, такой Мерседесик бодренько идет. Выезд тут, конечно, не самый лучший, но ладно уж, что есть, как говорится. Шлагбаум зато бодрый. Зато бодрый шлагбаум. Где-нибудь зацепились. Ну вот она зима, ребята.